Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим основные значимые события, которые происходят и как они влияют на рынки, на наш фондовый рынок. Что касается данных статистических, которые будут выпускаться в 10 утра, достаточно значимые данные по индексу потребительских цен в Великобритании. Нас они волнуют в меньшей степени, нас в большей степени волнует то, что касается Германии. То, что касается Германии, 12 часов – это индекс деловых ожиданий и индекс делового климата IFO. На этих данных весьма вероятно будет волатильность по евро и, возможно, увидим движение по мировым фондовым рынкам, потому что состояние Германии – это один из драйверов, один из локомотивов мировой экономики, и это основа Евросоюза. Поэтому нужно внимательно 12 часов наблюдать за тем, что выйдет по Германии. Тут возможно движение. 15:30 базовые заказы на товары длительного пользования США. Здесь возможно будет движняк по индексу доллара, по доллару евро, доллар иена и вообще, то есть по индексам американским фондовым и соответственно мировым. Если плохой показатель выйдет, то это минус к американскому рынку и, возможно, ослабит доллар дополнительно по отношению к основным валютам. Ну и 16:30, 17:30 выходит важная статистика по нефти. А в большей степени все-таки это 17:30, запасы сырой нефти. Здесь движняк, скорее всего, произойдет по нефти. Опять же, то есть сейчас некоторая раскорреляция произошла между этими запасами и движением цены. Но волатильность в любом случае по нефти будет. Вопрос в том, в какую сторону будет двигаться, мы с вами отдельно тогда рассмотрим, что происходит. Что касается основных индексов, по поводу того, что сейчас происходит на мировых рынках. Но мы наблюдаем, идет рост опять цен на нефть, а американский фьючерс пока находится в минусе. Так, доллар США. Индекс доллара США также проседает. Небольшой прирост по индексу волатильности, но это как бы вчера было на вечерке. Так, по Индии позитивная динамика по индийскому фондовому рынку. И Япония и Китай вообще просто фантастически отрастают на текущий момент времени. Так, что касается сырья, золото в плюсе, палладий продолжает плюсовать. Так, природный газ в плюсе, платина в плюсе, серебро, алюминий в плюсе. Хорошо, давайте посмотрим новости и потом мы вернемся к котировкам. Так, давайте посмотрим, что происходит. Обостряется и продолжается борьба вокруг сделки по стимулированию. То ли там 2 триллиона, как предлагают республиканцы и Трамп, то ли 2,5 триллиона, как предлагают демократы. Но дебаты продолжаются, и как только будет решен вопрос с этой сделкой о предоставлении дополнительной помощи, мы можем увидеть новое движение вверх по рынкам. Как вариант, здесь может быть и волатильная ситуация, когда на фоне принятия этих мер создастся прецедент: покупай на ожидании новости, продавай на принятие решения. То есть может быть и обратная ситуация, когда вот эту сделку примут, и на фоне ее принятия мы увидим корректировку на рынках. Такое тоже возможно. В любом случае, в связи вот с этими дебатами, как только будет принято решение, на рынках усилится волатильность в связи с этим решением. И вот тут непростая история, как идет голосование по этому законопроекту, какие с обоих сторон, и демократов, и республиканцев, выдвигаются условия. То есть надо сказать, что очень порой интересные вещи всплывают в результате обсуждений законопроектов в Соединенных Штатах. Например, что здесь примечательного в результате обсуждения вот этого самого законопроекта, связанного с ним частями по борьбе с вирусом, демократы требуют в связи с определенными покупками нефти ввести дополнительные налоговые послабления для производителей так называемых чистой энергетики. Как известно, чистая энергетика или зеленая энергетика, технологии с ней связанные,
это, в общем-то, детище тех сил, которые стоят за Демократической партией США и соответствующей части финансового олигархата. То есть вот все, что связано с зеленой энергетикой, это те силы, которые они задействованы в Демократической партии США. То есть они все это дело пытаются в жизнь провести, ну как альтернатива, то, что связано с ископаемыми источниками и нефтью, зачем исторически стоят республиканцы и консервативные силы США. И вот здесь нешуточная борьба продолжается на этот счет. То есть тут и обсуждение тех поправок, которые демократы, точнее тот законопроект, который демократы предлагают с $2,5 триллионами помощи. Вот. Ну и идет эта коллаборация, обсуждение. Сегодня в среду будет продолжение обсуждения и трамповского законопроекта, и законопроектов демократов на $2,5 триллиона. И как пройдут голосования по обоим этим частям, будет соответствующее влияние на рынки и на курс валют к доллару США. Так, ну сейчас вот Азия отскакивает, растет. Но вот в связи с непростой ситуацией предлагают ввести отсрочку на выплату пошлин за ввозимые товары на территорию Соединенных Штатов. То есть этот вопрос тоже очень активно обсуждается. Так, ну здесь вот еще очень интересный материал касательно некого волшебного препарата, который сам Дональд Иванович Трамп рекламирует как средство излечения от текущей пандемии. Так называемый хлорин. Что же это за такой хлорин? Хлорин – группа лекарственных препаратов 4-аминохинолина. Он используется для лечения, ну, во всяком случае, предполагается, что он может использоваться. По разным тестам может, по другим не может использоваться. В качестве антималярийного препарата, то есть против паразитов, вызывающих малярию. Это, в общем-то, не то, что вирусы, то есть это другой вид, скажем так, инфекций. И также этот хлорохин обладает противовоспалительным действием. Так, вызывает гибель летальных видов плазмоидов. Ну, плазмоиды это то, что вызывает малярию. К вирусам они отношения не имеют. Вирусы это молекулы. ДНК определенным видом построены, которые инфицируют клетки у человека и животных и, соответственно, вызывают вирусную инфекцию и негативные последствия от этого. То есть, как бы исходя из группы вот этого препарата, он в принципе как противовирусный, потому что вот эта эпидемия, она вирусная, он никак не может быть использован. Даже наоборот, он обладает противовоспалительным, иммуносупрессивным действием. То есть, это препарат, который оказывает негативное воздействие на иммунитет, но при этом он подавляет различные плазмоиды малярийные. То есть этот препарат, судя по его описанию и формуле, он вообще никакого отношения к противовирусным препаратам и к препаратам, которые могут остановить вот то, что сейчас заявляется как пандемия, он в принципе этого не может сделать. Поэтому это, скорее всего, очередная демагогия или продвижение каких-то бизнес-интересов. Хочу напомнить, что была очень печальная история в 70-е и 80-е годы в США и во всем мире, когда, ну скажем так, не очень добросовестные чиновники протащили препарат талидомид, который заявлялся как снотворное средство и что его можно использовать беременным женщинам. Это вызвало вообще как бы, ну, чудовищное последствие в мире, когда беременные женщины его принимали, поскольку он заявлялся как безопасный. И это приводило к тому, что рождались в детстве дети с уродами из-за тератогенного эффекта данного препарата. Я к тому, что если будет заявляться и протаскиваться вот это вещество, которое, оно, в общем-то, противовирусным препаратом не является, надо быть очень осторожным со всеми новостями касательно использования этого вещества, поскольку оно не является антивирусным препаратом. И вероятность его какой-то более или менее вменяемой активности против вирусов, она достаточно низкая, судя опять же по описанию. То есть это вообще другого класса препараты, даже наоборот, из-за иммуносупрессивного действия он может как бы оказывать негативное
воздействия на вероятность излечения от вирусной инфекции. Помимо этого, вот статья о том, что Трамп рекламирует этот препарат, который, в общем-то, противомалярийный, вроде бы у него масса негативных эффектов. Он не был одобрен ФДА, это определенная организация. Вот. Но тем не менее, Дональда Ивановича что-то понесло рекламировать этот препарат в качестве эффективного вот от пандемии текущей. Ну и вот, кстати, возвращаясь к законопроектам американским, здесь по поводу блокировки закона, который предложил Дональд Трамп по поводу стимулирующих мер, среди самих демократов нет единения. То есть кто-то голосует против законопроекта Трампа, мол, мы сейчас вот свой выкатим на 2,5 триллиона, но часть представителей Демократической партии США напротив того, чтобы этот законопроект блокировать. Ну и вот, в общем-то, исследование показало, что вот этот препарат, который заявляется как противомалярийный, который активно Трамп рекламирует, оно, в общем-то, оказалось неэффективным при лечении текущей пандемии. Ну и кроме того, надо обратить внимание, что этот препарат, он заявляется, имеет массу очень негативных побочных действий. И в частности, там на печень он оказывает негативное влияние. И поэтому непонятно, как пойдет процесс. Может быть, во всем мире из-за стараний определенных фармацевтических компаний и Дональд Иванович этот препарат начнут продавать как противовирусный против текущей пандемии. Но на самом деле, как бы такой активности за ним с точки зрения заявляемых результатов и свойств не наблюдается. Поэтому к подобного рода новостям о том, что вот этот препарат используется для лечения текущей пандемии, надо относиться очень настороженно. С моей субъективной точки зрения, поскольку это препарат другого класса и вообще по нему масса нареканий, что он там печень повреждает и так далее. Ну и вот, в общем-то, касательно Соединенных Штатов, многие губернаторы, они пытаются прекратить или остановить действие карантина, поскольку это негативно для экономики, может ее добить. Билл Гейтс тоже выступил с критикой того, что не надо засиживаться по домам, потому что это негативный эффект может на экономику усилить. В ходе ожидания принятия мер по дополнительных вот этого антикризисного так называемого законопроекта на 2 триллиона или на 2,5 триллиона от демократов наблюдается отскок по акциям. И поэтому, если вот данный законопроект будет все-таки принят, согласован, то здесь, скорее всего, мы увидим рост по многим акциям и по фондовым рынкам. Но здесь надо быть очень осторожным, потому что возможен обратный эффект, что сейчас как бы акции будут догонять и мировые индексы растить, а на фоне приятия тут уже новость отработана, здесь может возникнуть коррекционное движение. Вот, поэтому здесь, конечно, надо не поддаваться эйфории и стопы двигать вслед за движением цены. Потому что здесь волатильность будет очень большая, когда этот законопроект примут, подпишут. Ну и вот Goldman Sachs предлагает покупать золото, говорит, что пришло время, так как на фоне вот всей этой ситуации с печатанием денег может быть дополнительный рост цен на золото. Так, ну и вот другие новости, что происходит в США и касается мира. Вот парадоксальная ситуация сейчас на рынке золота сложилась, когда очень большой спред между бумажным золотом, фьючерсами и физическим золотом. То есть указанное несоответствие, оно уже привело к волатильности по золоту и в дальнейшем может усилить движение по котировкам золота. Вот, уже как бы пошли всякие заявления о том, что, скажем так, от определенных лиц, что в связи с тем, что увеличивается денежная масса, возможно значительный рост котировок золота там на 4-5 тысяч долларов за унцию и так далее. Но опять же, судя по тому, какой спред между физическим и бумажным золотом, в ближайшее время можем наблюдать очень сильное движение по котировкам. Единственное, я бы не делал однозначных заявлений, что сейчас прям мы увидим рост по золоту.
Волатильно будет, да, и мы видели вчера, какие движения были по ценам на золото. И, судя по всему, в ближайшее время золото это будет очень интересным и волатильным инструментом, особенно фьючерсы на золото. Так, ну вот здесь по поводу того, что геополитика американского страха, как страх заставляет Америку делать многие вещи вовне. Достаточно как бы интересная точка зрения автора по поводу того, то есть как это все связано. На самом деле, я думаю, здесь дело не в страхе, а дело в том, что просто под предлогом страха реализуются определенные бизнес-интересы. Вот и все. А там уже страх или еще что-то, можно чего угодно накрутить по факту. Так, ну и вот по поводу вот этой так называемой пандемии, я смотрю, сейчас к Ирану стали подбираться для того, чтобы сакральной жертвой в части сокращения нефтедобычи сделать Иран. Так что в ближайшее время можем увидеть новый виток на Ближнем Востоке. Так, ну и вот касательно Трампа, что у президента, скорее всего, отсутствует сил для того, чтобы заново переизбраться в ноябре. Так, ну давайте быстренько пробежимся по котировкам, что у нас было вчера. Так, ну рубль у нас вчера укрепился и против доллара, и против евро. Но это как бы вполне естественно, потому что мы видели изумительный рост по нефти, и поэтому рубль, в общем-то, он вполне мог укрепляться. Так, сейчас, судя по всему, продолжится рост евро против доллара. Иена пока не слабеет против доллара. То есть, прошу прощения, наоборот, слабеет против доллара, рост иены пока не происходит. Непонятно мне в связи с чем, но судя по всему, рано или поздно мы столкнемся с тем, что иена все-таки значительно укрепится. Так, с нефтью ситуация ясна, с индексами, ну, рост по индексу ММВБ наблюдали. По S&P здесь сложная динамика была, золото улетело в космос. Ну, тут на это есть объективные причины. Так, крипто. Крипто немножко выросла, сегодня, скорее всего, будет корректироваться. Так, ну по Китаю видим позитивную динамику. Китайский рынок отскочил вот от демаркационной линии. Соответственно, пытается расти. Цель движения 4000-4050. Вот сюда вот. Соответственно, позитив по Китаю. Дополнительный стимул для роста котировок других мировых. И, соответственно, плюс для мировой экономики. Так, индекс доллара продолжает снижаться. Единственное, там что-то с иеной ситуация замешкалась. Иена, по идее, должна укрепляться, и тогда более энергичное движение по индексу доллара в части его ослабления увидим. Потому что вот должен он вот сюда вот на 185 сходить, а потом спуститься на 98.26. Ну и то, что ФРС будет печатать деньги без остановки, вроде бы, это дополнительные аргументы, движущая сила того, что индекс доллара будет в ближайшее время, скорее всего, снижаться. То есть основные валюты, судя по таким заявлениям и таким действиям, они должны укрепляться к доллару США. Главные бенефициары это евро и иена. Так, ну вот индикатор кризиса золота в серебряных унциях, достигнув исторических максимумов, сейчас пошел откат на фоне мер, принятых ФРС и американским правительством. Сейчас идет попытка возврата к тем значениям, от которых вот этот вот коллапс происходил. Так, ну вот по индексу волатильности в связи со всеми этими событиями был достигнут исторический максимум, то есть рекорд 2008 года кризиса был побит, что еще раз говорит в пользу того, что текущий кризис, он очень сильный, системный, и он образца 1929, а не 2008. Ну, сейчас вроде бы индекс волатильности пошел на спад. Вот, конечно, вполне как бы ему, исходя из предпринятых мер, вернуться вот сюда, вот в диапазон 30-45%. Но здесь посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что все-таки перекосы в мировой экономике никуда не делись. Из-за пандемии произошла значительная остановка. Во многих странах все замерло.
Вот. Но с другой стороны предприняты колоссальные меры противодействия этой ситуации со стороны американского правительства и ФРС. И в ближайшее время здесь все-таки, я думаю, вероятен откат вниз, вплоть до там значений 20-25%. И это будет все происходить на фоне того, что пойдет отскок по основным экономическим индексам и будут отскакивать акции. Мы увидим, по крайней мере, какой-то краткосрочный рост и отскок. Ну и по индексу, по фьючерсу на американский индекс S&P видим, что пока продолжается, пока идет отскок вверх. Посмотрим, насколько ему хватит дыхания. Но пока динамика сохраняется более или менее позитивной.